сеанс вообще-то у меня, как сказать, в прошлый раз не получилось, ну как, потому что перенесли, значит, ну тогда у меня, я очень интенсивно готовилась как бы к прошлому разу, то есть вообще как бы у меня даже сны, прям такие снились накануне вот этого дня, такие прям сны, что вообще. И хорошо, что перенесли. Почему? Потому что я все забыла, то есть я встала и забыла, что-то думаю, что-то важное видела, и все, из головы, ну вот полностью вылетело. И никак не могла вспомнить. Потом что-то мы переписывались с Евгением, что-то он мне написал, что там что-то читает, я ему там что-то свое, а что-то он мне там что-то написал, думаю, ой, а вот это я видела. И то есть как-то в процессе, вот я не знаю, как получилось, короче, я вспомнила, что я видела. Значит так, вот что у меня было, я сейчас, этот сеанс будет для моего сына Александра. Вот после моего, значит, сеанса о полку Игореве, значит, я подошла к моему сыну, вот Александру, он стоял в своей комнате после того, как он играл, значит, в игру. И вот он что-то стоит, знаете, вот как поза такого маленького чертенка. Я не знаю, как сказать. Вот ручки опустил, устал, вот стоит вот так вот, это вот, как-то так вперед. Потом я к нему что-то ближе подошла, надо было, ну, как что-то говорить, вот уже там, готовить его ко сну. А он мне чужим голосом говорит, мне здесь душно и жарко. Прям вот смотрит впереди себя. Знаешь, вот как этот маленький такой, мне здесь душно и жарко. Потому что я очень близко к нему подошла. Я на него так посмотрела, думаю, боже мой, ой-ой-ой. То есть там зависимость конкретная там от игры. Ну, то есть, ну что-то такое чужое прям было. Мне аж немножко не по себе стало. Так, потом, значит, другой момент. Значит, мне приснился сон, и как раз я накануне, когда я с Викторией разговаривала, вот про маленькую белую машину. Меня ее угнали. И у меня такая ассоциация пошла с моим сыном. Думаю, ну вот у тебя сына угнали. Ты че, мол, давай чухайся, делай что-то. Значит так, цель сеанса. Отменяй принесение моего сына Александра в жертву. Первый. Во время беременности мама Таня делала прокол, то есть как бы я от имени моего сына. Значит, во время беременности мама Таня, это я, делала прокол на воду. Значит, получается, когда я уже, ну я очень поздно забеременела, то есть я думала, что я вообще, никогда у меня не будет детей. И так получилось, что вот как бы первый раз так вот. Мне кажется, что первый раз было, но там как-то вот он, я что-то кофе попила, и вот как-то не получилась беременность. Что-то как-то странно так, может, не время было, повело меня тело. А вот после этого как бы произошла беременность, и вот у меня сразу пошел как бы Александр. Но когда это, как я уже в возрасте, то они здесь все врачи стали предлагать делать пункцию. Знаешь, вот когда берут воду, они проверяют на Даун-синдром детей. Я поговорила, значит, с его гражданским мужем, вот у меня был этот Лашем. Он мне сказал, да, типа, потому что если будет больной ребенок, как мы вдвоем осилим, он как бы на 10 лет меня старше, думаю, ну он как бы в возрасте, я в возрасте, то есть как бы скрипя сердце, я пошла на эту процедуру. Вообще-то я очень сильно потом, ну как сказать, я передумала потом. Потому что у меня потом где-то, когда я на велосипеде ездила, ехала после этой процедуры, у меня вообще вода стала течь. Ты представляешь, у меня такая паника была, что вот сейчас я его потеряю. Это вообще было. Думаю, дура, идиотка, но как так можно было послушать этих дураков тоже? Отменяю. Потом во время беременности, когда маленькому был, когда Александру было, значит, 4 или 5 месяцев, значит, значит, мама Таня, значит, я, то есть позволила пройти рейки на моем теле, когда, значит, на моем животе, они мне рейки делали. Вот эта Лена, она была рейки-мастер, у нее, значит, она последней категории, там она была там первый, второй, третий, значит, она там настоящий мастер была. И вот она мне проводила вот этот рейки. И после этого, как я вспомнила вот по фактам, значит, плод стал перестать набирать вес. Я помню, я бегала с этим плодом, они меня мерили этой линейкой, вот этим всем. То есть, короче, там такое началось, и я там вся опять была в панике, опять вся была в стрессе. Отменяю. Первый случай. Когда Александру был, значит, где-то 1 или 1,5 года, значит, один мужчина очень близко к нему подошел, может быть, годик ему был, ну, может, год-два месяца, значит, когда мы были в магазине, мы часто ходили в магазин, значит, и вот он маленькой такой штучки, когда деток переносят, да, значит, мы там где-то, вот его отец Лаш поставил где-то там рядышком, и какой-то мужчина подошел к нему, очень долго на него смотрел, и он повернулся к Лашу и сказал, что он никогда в своей жизни не видел такого красивого ребенка, как мой сын. Случай второй, то есть очень странно. Под случай второй, значит, у мамы Тани, значит, у меня то, так, ну, у меня тоже как бы были страхи о педофилии со стороны этого, ну, моего гражданского мужа, Лаша, ну, я не знаю, это просто вот какая-то вот такой у меня как бы, ну, навязчивые идеи были, вот такое вот. Естественно, что подтверждения как бы не было, но очень, понятно, странное вот это вот было. И что еще произошло? Произошло, когда моему ребенку где-то было, ну, я не знаю, года 3,
Значит, в магазине с ним была, здесь рядышком, значит, здесь. И когда он бегал по магазину, значит, и что-то я смотрю, он часто от меня убегал. Вот он бегает, бегает, бегает впереди меня, хорошенький такой мальчик, смеется, ха-ха-ха. То есть он, как бы, он очень любил, когда я его как бы догоняла. Ну, как бы ему казалось, что я ему догоняю, я там покупаю там понемножку. И смотрю, ребенок остановился, чуть плакать стал. Смотрю, около него какой-то мужик остановился, что-то ему там, что-то, ну, я сдалека как бы смотрела. Вот, а он как бы меня не заметил, значит, что-то стал там что-то это вот говорить. Ребенок сразу как остолбенел, и этот мужик, как только меня заметил, сразу побежал, как бы, ну, к выходу. Я подошла к моему ребенку, говорю, что такое? Он говорит, этот дядя говорит, чтобы я пошел за магазин, он меня там будет ждать. Вот, я говорю, как ждать? Он сказал, что моя мама ушла, и мама меня ждет там, за магазином. Я говорю, так ты же видишь, что я здесь. Короче, я говорю, где этот дядя? Он начал плакать. Я говорю, подожди, успокойся. Я говорю, сейчас, мать, сейчас я покажу ему Кустину мать. Я говорю, где этот дядя? Показал туда, я его нашла. Он где-то спрятался за этими, какими-то за стойками. Я к нему подошла, ты. Он стал пятиться назад. Я говорю, ты что хотел от моего ребенка? Я хотел ему сказать, помочь мороженое купить, что-то такое. Ну, короче говоря, вот это, все это прошло. То есть у меня прямо аж вот так вот все это было. Так, потом третий случай. Когда, значит, Александру было где-то, может быть, 1,5 года, может быть, год тоже, 2-3 месяца, значит, получается так, что отец, его папа Лаш ругался, у нас часто ругань пошла где-то вот, когда ребенок родился, где-то вот после 6 месяцев, когда ребенок был, постоянная ругань стала. И вот его отец Лаш, как обычно, стоял вечером, ругался со мной на кухне, летом, балкон был открыт, значит, и так получилось, что мы ругались. И в это время, когда я только посмотрела на балкон, мой ребенок лезет на эти перила, и он уже наполовину был там, ты понимаешь, он уже почти наполовину летел. То есть я буквально 2 метра, я прыгнула, как бешеная кошка, схватила его сзади за маечку, и прям буквально, вот понимаешь, назад меня трясти стало. Это даже Лаш остановился, у него прям аж... И вот после этого я подумала, все, так жить нельзя. То есть я развожусь с ним. Потом думаю, какой смысл вот так вот жить и ругаться? Ну что же это такое? Чуть ребенка не потеряла, я так себя ругала. Ну, короче говоря, я как бы его так, можно сказать, спасла. Так, значит так, 4-й случай. И у него есть зависимость от компьютерных игр. Если он начинает играть, он не может остановиться. Он играет. И я уже начинаю туда и сюда, и всякие эти вот. И эти игры очень часто с темой смерти, убийств и ужасов. Как помочь? И вот что про мои сны. Всю ночь мне снились какие-то странные символы. Вот накануне этого сеанса, который не состоялся. Изображение каких-то белых крыльев приснилось. Но тут не то, что белые крылья, знаешь, а вот такой вот какой-то символ. Вот такой. Вот как вот я так его вижу. Как-то вот так. Нет, вот так вот. Вот так вот. И вот такие вот какие-то крылышки. И вот так. Вот как будто на камне я это увидела. Что это такое? Что за символ? Непонятно. Вот и на ацтеки, что ли, я даже не знаю, что это, может, первые людские жертвоприношения. Так, и увидела некоторые предметы и символы власти. Значит, под утро я увидела какой-то меч, и вот этот меч передо мной махал, и потом я увидела, что это как бы я, это богиня какая-то, и я там этим мечом всех рубила. Я такая была рассержена на что-то. Это вообще, то есть что-то там такое произошло. Потом я вспомнила, что мне снился еще бык с рогами. Вот бык с рогами, да, вот как человек, а у него голова в виде быка с рогами. И вот этот памятник, тоже, которому приносили жертвы в древнем Вавилоне, вот это вот еще как-то ассоциация пошла. Вот, я еще раз скажу, я отменяю принесение моего сына в жертву. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Александра. Александр. 1, 2, 3. Так, я его вижу, но все вдруг потемнело. Очень черно все. Со стороны интерферентов, и под ногами такая черная энергия, вот так как бы по плечах его держит. Он пытается это как бы вырваться, пытается посмотреть вот в сторону Первотворца, и сразу голову вот так эти энергии поворачивают ему. А в секторе магии кто-то находится тоже, и как будто спицы такие, и что-то как бы плетет. Угу. Так, его энергосфера. С правой стороны вот так как будто очень вытянута и как откусана вот так вот. Особенно такой кусок откушен
где колени. Снизу ног до колен. Такой прям как будто откусил кто-то. Мгм. Пардон. Так, хорошо, Виктория. Передай ему информацию, что его мама хочет, чтобы мы с ним потрудились. Слышит ли он тебя? Да, он говорит, что он знает. Мгм. Хорошо, считай его эфирное ДНК. Он ли это? Да, это он, и у него такие импланты на глазах, вот так, как будто нарисованные такие черные штуки, которые буквально растягивают в разные стороны. Мгм. Спроси у него разрешение потрудиться с ним и для него. Он разрешает, и я вижу в его сердечной чакре вот так, как будто такой шар черный, который вот давит, вдавливается в него, а он пытается его выдавить. Мгм. Он дает разрешение. Хорошо. Так, предлагаю посмотреть, что у него за имплант на глазах. Давай посмотрим, что это за имплант. А я прикажу хозяину этого импланта проявиться. Приказываю хозяину этого импланта проявиться. Появляется энергия, как огромная клякса в секторе интерферентов. Черная. И она вот так связана и с сектором магии. Мгм. Я слышу, не хочу смотреть. Он смотрит как будто он сидит, как в таком, как игральный автомат, как будто. То есть Мгм. в секторе магии он находится как бы сам у себя. И он Так. сидит возле такой штуки. Большая штука. Мгм. И его вот Так. вся сторона сзади как почернела. Но он говорит, не хочу смотреть. И его вот эта программа постоянно вот так выхватывает прямо туда, в портал, сектор интерферентов. И идет, не хочу Так. смотреть. Ага. Это так программа называется, да? Не хочу смотреть. Нет, это его какое-то. Ну, сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Посмотри, что И это за программа, которая его отворачивает постоянно. я вижу ситуацию, о которой говорила Татьяна. С этой стороны это энергия черная. Она считывается как лаж, то есть со стороны интерферентов. И он ругается, этот лаж, с Татьяной. А ребенок, вот там вот балкон. Угу. Так. То есть я сейчас его вот так как-то, оно так медленно, я его догоняю, а он Угу. вот так, у него такое лицо, как будто вот так. Сейчас я посмотрю, Посмотри, Виктория. что это такое. Как-то Ага. светится, как будто полумесяц такой. Вот так с этой стороны. И как диск. Маска такая на лице. Угу. И он оборачивается и смотрит на Татьяну. А в это время энергии этого лаша вот так Татьяну душат за шею. Угу. Вот, и он говорит, не хочу смотреть. Он Ага. убегает. Угу. Так, убегает. Он перелазит буквально через перила. Угу. Я ему
сейчас показываю все сеансы с его мамой. Мгм. Передаю информацию о божественной любви и гармонии. А он пальчиком вот так на Лаша, на отца. Он дьявол. И Мгм. говорит, он хочет меня съесть. А Мгм. сейчас я вижу маленький еще, то есть еще этот блок Ага, притянулся еще на раньше. один. Мгм. Вижу, такой ребеночек лежит в таких, ну, в одежде, в ползуночках, маленький. Мгм. Там какой-то эскалатор, что-то как будто движется. И этот Лаш стоит, держит за эту корзинку. А со стороны магии подошел человек. Мгм. Подошел человек, он выглядит в эфирном плане, как будто у него вот этот пиндер не его, а растет из сектора интерферентов с нижнего портала. А он таким плащом так раз-раз открывает, закрывает. Мгм. И он Так. смотрит на ребенка. То есть он вообще не считывается как человек. Считывается, Мгм. что он одержим ужасом. Но я его лицо вижу. Мгм. Так. Мгм. Я этому человеку приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Появляются рога. Мгм. Так. Рыло растет. Этот пиндер ну, сияющий такой. Короче, дьявол, да? Да. Такой. Мгм. Мгм. Так. Приказываю этому демону отвечать, что он делает по отношению к Александру. Приказываю ему отвечать. Я вижу, что вот этот демон, он работает, вот этот дух этого демона работает в этом человеке. А сам демон находится в секторе интерферентов, и он как будто бы перцовую кость обгладывает. Мгм. Так, кто там в секторе интерферентов? Приказываю проявиться. Звучит Люцифер. Мгм. Выглядит как этот с крыльями такими. Наполовину робот, наполовину человек, такой мутант. Звучит Люцифер. Мгм. Так. Посмотри, Виктория, у Люцифера есть частицы души Александра? Вижу, что он разложил такие, как экранчики перед собой. Мгм. И в каждом экранчике вот это отображение этого лица с таким полумесяцем. Не хочу смотреть. То есть Мгм. вот это решение. Сейчас я это отодвину и спрошу, на что он не хочет смотреть. Мгм. Вот оно. Александр не хочет смотреть на реальность. Он вот так как вышел из этой комнаты и как будто бы зашторил. Вот так взял и штору зашторил в комнате, чтобы не слышать и не видеть, как ругаются родители. И перелазит как через в этот момент. Да, это важный какой-то момент случился. И Мгм. он перелез, и я вижу, что он как будто попадает в это черное пространство и говорит, Так. что он пойдет
и найдет другую дорогу. И у него как фонарик такой, он держит на такой, на шнурочке, что-то светится. Я вижу, вот это светится его лицо с Мгм. этим полумесяцем, оно такое искаженное, программа такая. И он говорит, что он пойдет, другой путь найдет. И он подошел в таком черном темном пространстве и смотрит, а там дверь закрыта, а под дверью такая щелочка, и оттуда свет такой просачивается с двух Мгм. сторон. А как будто бы эту дверь, вот знаешь, кто-то как будто бы ногу просунул и раздвинул этот свет на две стороны. И смотрю, а он смотрит, Саша смотрит, и у него один глаз увлекается этим светом, как бы с одной С одной стороны, стороны. а другой глаз с другой стороны. Так. Считывается как раздвоение личности, раздвоение сознания. А потом Мгм. вот эта сущность, вот этот, который пожирает, ну, Дем... почему-то так и А, звучит берцовая кость. А почему? считай, Вот Виктория, оно что, почему. Он, когда садил ногу через это перила, он как бы одной ногой, вот правой, как бы присел на перила. Мгм. Вот. И это как будто он переступил в потустороннее, считывается сознание, в потустороннее сознание, то есть потустороннее пространство, считывается эгрегор зла. Мгм. Так. Так. Я вижу, что он берет и как бы собирает этот свет. Этот свет с ним говорит. Так. О Он его чем? заманивает вот так. Он его собрал, Мгм. как будто собрал такие шарики, как в корзинку, как будто бы. А они с ним говорят, что мы тебе покажем. И вот появляется кролик. Мгм. Появляется такой белый кролик, который скачет вот так Мгм. и Так. прямо в сектор Заманивает. магии Ага. заманивает. И он так вот приходит и нагибается так низко-низко, а там как отверстие такое. И оно тоже так наполовину, только как полумесяц там открыто, как будто бы с той стороны. И такое отсвечивание, как будто светится, он смотрит как в какую-то, сейчас скажу, как этот металл называется, жидкий ртуть. Ртуть, да? Он вот так, и он вот так Мгм. засовывает голову, чтобы посмотреть. Я вижу, что прорастает подключка через копчик по позвоночнику. Вот почему Татьяна боялась, что какой-то педофил на него нападет, потому что вот этот нужно будет посмотреть с этим педофилом тоже, который Мгм. вот и через шею, и вот так вытягивает голову, шея становится длинная. Мгм. Так, На что он согласился, когда перешел эту границу, переступил? вижу, что в этот момент он начинает вот так, это имплант на шее, как металлическая труба. И он пытается эту трубу снять. Мгм. Я вижу, что во сне ему снится кошмар. Он тоже снимает эту трубу. Мгм. А
эта энергия приходит, его успокаивает, что все хорошо, все нормально. Обманывает. Мгм. Так, я слышу там такой, как крик детский. Меня мама не любит. Она ругается из-за меня. И вот эту штору. Шух, Мгм. вот этот блок. Виктория, давай посмотрим, когда он перешагнул в то пространство, на что он согласился. Ну, я ищу этот момент Мгм. этого соглашения. Да. Я ищу этот момент, Мгм. на что он... Хорошо. Согласился. Да, на счет 3 тебе этот момент придет. 1, 2, 3. Так, я вижу, что он как бы завис на ноге на этой, и он Мгм. решает, как бы лучше упасть, Мгм. чем это видеть. И я вижу, что очень сильное воздействие идет от этого Лаша. Это он одержимый этим духом, Мгм. поэтому он ненавидит свою мать, ненавидит женщин. Ну, потому что он Так, себя ненавидит, он ненавидит этого духа, который в нем. так, а что это за дух в нем? Давай посмотрим, Виктория. Кто этот дух? Я приказываю ему проявиться. Я вижу этот эгрегор, который выглядит как скрюченное вот такое пространство, как будто бы шар взяли и скрутили. Оно вот такое закрученное. А внутри этого, вот так внизу, так и звучит дьявол, Люцифер, Мгм. дающий свет, и вот эти блики из-под двери. И Мгм. сейчас я вижу, как Александр берет эти блики в руки и просто их рассматривает. Я его спрашиваю, видит ли он, что произошло в эфирном плане. Мгм. А он говорит, мне мама говорила. А я его спросила, что ему мама говорила, а он говорит, что есть лучший мир. Я говорю, Мгм. ну, ты видишь, посмотри, как мама его любит, и что Вселенная его тоже любит, и мы его любим, что его хорошие ангелы, люди, души, Творец добра и жизни любит его, что ему не нужно искать любовь и защиту этих темных программ. Мгм. Да. Я вижу, как меняется эта ситуация с этой комнаты. Мгм. Он возвращается, и он бежит к маме, и у него слезы, он плачет, вот так ее обнимает. Он маленький совсем еще. И Мгм. говорит, что он маму любит. Я Хорошо. ему передаю информацию, показываю, как мама волнуется за него, как она побежала его спасать. Мгм. Я говорю, что Татьяна, его мама, знает, где лучший мир, куда нужно смотреть. Мгм. И вижу, он стоит перед этими дверями. Ну, он, короче, принял смерть. Он говорит, лучше умереть. Вот контракт я вижу. Мгм. И Да, он, давай я посмотрим. вижу, Мгм. как будто бы взял такую энергию, как палку какую-то, и срезает с нее, как будто бы кол такой чешет. Делает из Мгм. такой палки такой кол. Так, а Мгм. что это за Так, палка? А палка что? откуда-то вот так тянется. Считывается древо жизни. Вот как какой-то корень. И имеет отношение вот к этой выемке, где как будто нет правой ноги у него,
от колена и до ступни, то есть как будто бы выгрызено. Мгм. Вот, и он, вот это, знаешь, как тесаком таким, Ну да, стругает. стругает, да. И Это. почему-то идет Мгм. чешет, не знаю почему. Вот. Мгм. Так, зачем он это делает? Спроси у него. Тесать, чесать, это что-то. Что ты Мгм. сказал? Да, спроси у него, зачем он это стругает, чешет. Он говорит, что он его убьет. Так, кого? Он показывает, что у него вот эти на глазах такие штуки, и развивается такой плащ, который вот его вот так вот держит за шею. И этот плащ, эти глаза, они такие же черные, магические, как и эти все интерференты. Угу. Так. А это древо, оно так считывается, древо. Вот так идет от первоисточника. Угу. Так, значит, он кого хочет убить? Получается, вот этого дьявола? Да. Ага. Так. Угу. Так, у него какая-то миссия? Спроси у него. Или посмотри, Виктория. Какова его причина этого желания? Имеет сейчас снова я вижу вот эти два пятна этой светящейся энергии, которая выходит из-под двери, как будто бы из-под двери. Угу. Вот так. Да, когда он раздвоение у него получилось. Да, и я вижу, имеет значение эта нога этого Люцифера, который он подставил. Поставил, да. Да, и он так раз смотрит на себя, а у него такая выемка, и я вижу, как его, ну, берцовая кость, по-моему, она вверху, Ну а, да. а звучит берцовая внизу, от колена. Там я вижу эти две косточки, Угу. и одна такая потолще, и она вот так пым-пым, моргает, вот так, как будто бы ее нет. То ли она есть, то ли ее нет. Ага. Так. Считывается сигнал бедствия. Я спрашиваю его, а где его нога? Где его косточка? Угу. И он вот так раскапывает там в этих темных энергиях и показывает, что это вот чудище, оно держит эту кость. Угу. Так, давай посмотрим, Виктория, тот первый случай, когда он потерял эту кость. Что Я происходило? вижу, что он садится именно на берцовую кость, и там как будто такое лезвие, ну, на это перила, и его как будто Угу. бы вот так разбивает на двое, и как бы отбивается эта нога, разрезается, отрезается, Угу. и попадает в пространство это темное, а он Понятно. как бы тянется за этой своей энергией и говорит, Угу. лучше упасть, пропасть, и вижу, как он просто летит вот так вниз. Я ему говорю, чтобы он показал, какой контракт и с кем он подписал. Угу. Пусть он покажет. Контракт этот. Угу. Я вижу его юношей. Так. Молодой юноша с таким... Он в плаще считывается как рыцарь. Какой-то у Угу. него плащ такой. И правая рука у него вот так заходит, как сквозь зеркало. А в Угу. левой руке у него
какая-то почему-то, ну, как книга, а звучит печать. И Мгм. я вижу, он вот так посмотрел на эту печать, руку просовывает в это зеркало. Это такое, ну, как зеркало, оно такое пространство. Он просовывает, и оттуда выходит, кто-то просовывает ему на шею, одевает такой большой крест черный, Мгм. и как петля. Вот такая петля, и конец уходит тоже в сектор интерферентов, вот в это черное пространство. Мгм. Считывается, как они его соединили с миром тьмы. Тоже Мгм. идет потусторонний мир. Виктория, давай посмотрим, что в этот момент происходило на физическом плане. Посвящение. Я вижу, он стоит на одном колене, и какой-то меч на плече у него. И Мгм. ему читает, он так голову склонил, и кто-то держит книгу, вот так читает. А мечом держит, меч держит на плече у него, Так, а кто он это смотрит держит? вниз, и там Мгм. открывается портал. Он вот так вниз смотрит, Мгм. голова опущена, портал, читает так. Мгм. Кто читает? Люцифер, то есть человек, одержимый Люцифером. Так, а кто меч держит на плече? Идет тамплиер. У него Мгм. тоже такая же петля на шее, как галстук. И мне вот это идет, что галстук это как символ вот этого посвящения, масонства вот этого, посвящения дьяволу. Мгм. Да. И вот так вот Так. висит. Вот. И на голове у этого человека такой имплант, как светящийся, светится такой. А я когда смотрю, а там как будто огромный глаз такой. Так. Посвящение в тамплиеры. Мгм. Союз, братский союз. Мгм. Так, хорошо, спроси у Александра, зачем он пошел на это посвящение? Зачем это ему надо? Говорит, мама сказала. Так, а кто его мама? Давай посмотрим тот момент, когда ему мама сказала идти на посвящение. Ну, я Что ее происходит? увидела, Татьяну. Только у Так, нее одежда другая. У давай нее какая-то послушаем. вот на голове такая Мгм. полосочка и какая-то как вуаль или что-то такое. Давай посмотрим этот разговор, когда она разговаривает с Александром о пойти на посвящение. Я вижу, что она шепчет ему. Она Так, шепчет ему, говорит на ухо так, и показывает на сектор интерферентов, на Люцифера. Сейчас я послушаю, так. что она говорит. Мгм. Там есть как текст и подтекст. Мгм. Подтекст, он вот так, как стрелочки тянется к сектору первоисточника, вот так как будто циферблат разделен сияющим. И там Мгм. я слышу, она говорит, мы обманем его. Мы, говорит, превратимся в монстра. Мгм. А потом она говорит вот так и показывает, как ногами они его будут топтать. И показывает вот это дерево, которое вот так строгает, делая такой конус, как осиновый кол.
вот. Мгм. Так. И говорит, мы его убьем. И она вот так стоит, сзади такая огромная, то есть это в ее планах. Она такая Мгм. огромная стоит. Анна ее зовут. Мгм. И держит вместе с ее сыном, а сын вот так перед ней, весь почерневший от этих энергий. И у нее на правом плече вот это дерево, и у него это древко, как, знаешь, большое такое, как бревно. И она вот так, Мгм. оно так тянется прямо от первоисточника. И она вот так берет его, точно как, знаешь, выбивали ворота, когда приступом Мгм. город Да, брали. разгоняли Да, и бревно. она вот так его назад и вот туда. Мгм. И говорит, что вот она ему говорит, мы пойдем другим путем. Мы пойдем Мгм. путем обмана. Мгм. Так, в чем план был обмана? Сейчас я посмотрю, я Мгм. вижу, как этот юноша, Александр звучит. Он вот так голову нагнул, у него вот так как бы отсюда, с третьего глаза, идет такой, как портал открывается. А он вот так смотрит, у него глаз такой, правый, и он так смотрит в сторону, прямо в сектор интерферента. И я вижу, что Мгм. он считывает этого Сатанаила. Он вот так, куда этот глаз положил, то его глаз вот так везде там тык-тык, как ощупывает тело этого Сатанаила. И он так смотрит и видит это свечение, Мгм. как луч такой, знаешь, как прожектор. Вот так. Мгм. И он этот Сатанаил хвать и завязал. То есть завязалась, контракт, я слышу. Мгм. Завязался контракт. Ага, давай посмотрим этот контракт. Я вижу, как этот Сатанаил ухватил его вот так за этот галстук, якобы галстук. Мгм. Ухватил и так его прямо прижал на стол. И очень сильно орет, что Александр, нарушил его покой. Мгм. И показывает, что Александр просматривает его, то есть вызывает фактически. Мгм. И кричит, ты пришел, чтобы убить меня? Мгм. И кричит, я Люцифер, бойся меня. Мгм. Так. А Александр, на подсознательном уровне так спокойно говорит, да я и боюсь. Ясно. Так. И он говорит, я принес тебе дань. Мгм. Александр говорит, да я и боюсь, я принес тебе дань. И вижу, как вот в этот портал, который вот открылся, он как будто руками своими несет, достает свою, вот так как тело свое, оно почернело от взаимодействия с этим, считывается, пафосом. Он берет вот эту кость, оголяет, то есть берет свое тело, и оно так разделяется. И вижу, он эту кость с ноги отдает ему, берцовую эту кость. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это такое означает. Да. Что это кость? Какие ее свойства? Оно почему-то идет такое слово стугна. Что за слово стугна? Мгм. Посмотри, Виктория, что это за, да, смысл Какое-то этого древнее слова. слово, и оно имеет отношение вот как бить.
как это бревно, как сила, Мгм. сила Первотворца, сила гармонии, зажечь пространство. И я вижу, как этот Сатанаил берет, и эта кость появляется у него в ноге, и он свое черное тело раз закрыл телом. Мгм. А какое-то слово Александр. идет Константин. Константин. Кто-то там. Сейчас он проявится. Сейчас я посмотрю. Просто Мгм. прозвучало откуда-то. Мгм. И он дает Константин, зовут этого юношу. Мгм. Дает эту черную кость. И этот Константин, я вижу, вот оно что, понятно. Он же преклонил свою ногу, согнул Мгм. перед Да. престолом дьявола, перед его этим пафосом. Вот. И взамен получил вот эту петлю. И я вижу там контракт. Вот эта петля. И в этот момент посвящения происходит контракт обмена веществами, созидания. Мгм. Он Так. отдает вещество созидания, силы. Я слышу стугны. Мгм. А берет внутрь себя, оно вот такое рассыпается, как пепел черный. Считывается как прах смерти, Мгм. разрушение. То есть идет взаимообмен, идет вот это как энтропия, разрушение без энтропия, как разрушение без сторонней помощи. То есть, если не даешь, теперь понятно, вот оно что. Это Так. закон энтропии или закон разрушения темного пространства или тьмы, в которой все разрушается, если туда не направить луч энергии созидания. А в светлом пространстве этого нет, не работает этот закон энтропии, нет. Там вот все созидание и каждая частица светлого света пространства, все есть свет. Вот это вот значение Мгм. украинского слова «всесвіт». То есть все есть свет, то есть каждая частица этого пространства заряжена жизнью, гармонией, процветанием, то есть и вот этим развитием. Мгм. Да, поэтому этот закон и не работает, разрешение, потому что сесвит, все в свету. А Все там, есть когда нет свет, света, да. да, а там, где нет света, оно все идет на Там, аннигиляцию, получается, да? да, там тьма. Мгм. Так, Потрясающе. ага. Так, и получается, вот этот прах он отдал Константину. Да. Как проявляется вот этот прах в Константине? Сейчас я вижу Александра, который сидит за этим игральным столом, ухватился вот так за руль, ну, Мгм. джойстик, я так понимаю, Джойстик, да. Мгм. и вот так прямо его вот так всего трясет, и он вот весь во внимании в этой матрице, в этой игре. Потому что эта игра соответствует тем вибрациям, которые находятся в его пространстве, в пространстве его души и его предыдущего опыта. И поэтому, Мгм. по принципу притягивания или магнетизма третьего измерения, оно как раз и притягивает Мгм. вот это все. Ага.
Так, какие-то еще яркие проявления этой энергии были из тех, то, что перечислили мы в аспектах, Виктория? Какие самые такие события, Оно идет вот проявления так, этой энергии? разрушение, и вот эта вся нога вот так просто рассыпается, как на такие клочки, как черный пепел. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, давай вернемся к разговору. Давай вернемся к контракту, посмотрим еще, какие соглашения этот Константин дал этому дьяволу. Что еще в контракте? Сейчас я вижу, как он забирает этот свой глаз, свою энергию. Константин, да, он его обтирает от темных энергий, возвращает обратно. Угу. И вот он обернулся, поцеловал мать. Угу. Как-то в щечку так хвать, в левую щеку. Угу. Хорошо, значит, он видит все это. Да, да, да. То есть идет как бы примирение. Так. Одобрение. Мне идет одобрение за этот проект. Я вижу, он вот так в этом плаще поднимается вверх, вверх, как по какому-то лифту поднимается вверх. И в секторе будущего там как вот эта дверь, от которой чуть-чуть только света светится от первоисточника. И вот эта серебряная нить, которая связывает все частицы души с первоисточником и с высшим Я. И я вижу, как он эту дверь открывает, вот так, и свет проливается. Я ему передаю, чтобы он расторг все контракты. Он хочет, его сознательная часть. Он сильно радуется, да. И я вижу, Хорошо. как он снимает эту петлю, говорит, что он разрешает происходить события, говорит, сами собой. И он снял эту петлю, вытягивает ногу свою, и я ему говорю, чтобы он сейчас расторг тот контракт с дьяволом. Он его достает как будто из печи, рвет, забирает свою ногу, а в это время с этого фрактала открытого, откуда свет льется, появляется вот это осиный кол, осиновый кол. Ну, я так его назову. Ну да. И он вот так вот на конце имеет такую черную эту энергию. То есть это те же энергии дьявольские. И он вот этот... Там такое, ну точно идут энергии, как вот это бревном выбивают дверь. Оно вот так раскатывается, как будто на каких-то качелях. И ударяет. А на конце это энергия праха, да? Это на конце этого дерева, этого древка, находится такой, как пирамидка. И она черная, с этого праха, да. То есть это как энергии дьявольского мира, его матрицы. То есть карма, да. То есть каждый получает свое обратно. То есть это не чужое, это так срабатывает система управления добром и злом, я слышу. То есть это запрограммировано так пространство очищения и возмездия, то есть карму. И оно вот так ударяет. Я вижу вот так в ту ногу, которая стояла под этой дверью, как бы просунулась. И он вот так скачет, потому что это ударило ему вот так, как будто вот сюда, между косточками этими, на ноге, на стопе. Так. Сейчас я смотрю, как этот Константин встает. Он говорит, что он отрекается.
Отрекается от чего? Говорит от принятия решения. Посвящение? Да, и он, вот этот галстук, который ему навесили вот с этой с правой стороны, Мгм. что символизирует выбор правильный, и он его вот так одевает на этого человека, который его посвящает. Мгм. Я сейчас хочу разобраться, кто из них Константин. Мгм. Не было ли Посмотри, здесь да. что-то мне подозрительно, переброса кармы? Хорошо. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, когда этот идет посвящение, кто там находится, приказывая главным лицам этим принять соответствие с эфирным ДНК им. Выходит эта черная энергия Константина из Александра, и он говорит, что он Константин. Так, А это когда тот священник? когда произошло посвящение, Мгм. то есть получилось, что Александр принял карму этого Константина? Константина, а фактически энергию этого дьявола, вот, и разделил, считывается как поровну, ответственность этого Константина. А он вот так светлеет, светлеет, сияет, как ангел, выходит и говорит: «Я Александр, я Александр». Мгм. И как юноша Отлично. большой такой выходит, и я вижу, он поднимается вверх, как ангел, крылья, и такая черная подключка ему в сердечную чакру идет. Мгм. Так, Виктория, посмотри. Контракт он полностью закрыл с этим посвящением в тамплиеры. Пусть он прикажет всем Нет, этим не магам. полностью. Я вижу, у него эта программа черная находится в правой руке, и эта правая рука как бы держит, прикрывает вот так что-то, что-то прячет, говорит тайна, Так. таинство посвящения. И он показывает себя. Он открыл вот так плащ и показывает, что он стоит без трусов, без Так. штанов. Почему-то идет без трусов. Мгм. Он голый. Так. Это вот это таинство посвящения. В чем оно Да. состоит, это таинство? Да, я вижу его мужское достоинство, и в этот момент вот так идет именно на ноги весь акцент. Я вижу, как не ноги, а прямо как будто это скелет. Именно правая нога и член. Вот это. Так. И сразу прорастает такая подключка прямо к интерферентам туда, в нижние порталы. И там, знаешь, как радость наворовали. Мгм. Вот, и сразу хватают за эту подключку. Это такой энергетический луч. Вот он идет такой, как, ну, как шланг какой-то, он изгибается, плотная энергия такая. И этот дьявол, он начинает этой энергией укутываться вокруг себя, на радостях. Вот это все высвечивается. Мгм. И радуется, что он свет, что он светится, что он забрал силу, власть, гармонию. Это я великий, говорит. Мгм. Хорошо. Спроси у Александра, видит ли он, что к чему пришло это таинство посвящения? Да, он видит, и я вижу у него имплант считывается на челюсти. Почему-то все идет прямо на костную систему. На челюсти Да, вижу это ж основа, фундамент. такая, как рука на устах, тянется к Константину в сектор магии. Он как будто там скелет такой в этом Мгм. плаще,
и он так разваливается, рассыпается, и дрожащей рукой вот тянется, закрывает ему рот. О, есть украинское древнее слово, которым почти никто не пользуется, еще моя бабушка пользовалась. Вот это называется, вот эта часть, говорить, вот этот весь аппарат, пысок. Ну, оно считывалось всегда как что-то такое, ну, некрасивое слово. А я его слышу, и от слова «писать», то есть не говорить, а писать. Мгм. Так, как оно правильно произносится, Виктория? Ты По-украински сказала. это пысок. Его никто не знает Пысок. практически. Пысок. Моя Мгм. бабушка так говорила, я всегда смеялась с этого слова, я к ней когда приезжала. Это на Западной Украине. Она говорила пысок. Умой Мгм. свой Хорошо. пысок. Помый свій А, писок. Ну, вот эту часть. А я всегда смеялась, она говорила на меня, ты москалька. Ну, я же по-русски мгм. говорила. Ну да, все перевернули. Говнюки. Хорошо, Виктория. Мгм. Мгм. Так, спроси Александр, хочет ли он отменить это решение проводить таинство посвящения? Готов ли он отменить это решение? У него контракт какой-то с этим Константином? Константином, а этот Константин считывается почему-то писарь. Какой-то писарь. М. Виктория, а считай, пожалуйста, информацию. Вот этот Константин, мы его как-то знаем сейчас на физическом плане в наше время? Просто да, нет. Да, знаем. Так, кто он такой? Я его вижу, Тарас. Вот я считал. Хорошо, Виктория. Так, давай посмотрим, какой контракт, на что согласился Александр с этим Тарасом. Константином этим, да? Молчать. Угу. Это Ну, печать. Александр показывает вот это печать, молчать. То есть этот уговор, да, считывается уговор, который был сказан, тогда говорили так, пысок, потому что слово сказал, это все равно, что отрубил, все равно, что написал. угу. То есть Ну, это как слово чести. Это кон чести. Люди говорили тоже, что и думали, и когда сказал человек, то это был как кон, которого нельзя было, нельзя его отменить. угу. И я вижу, как Александр смотрит на такой символ, ну, на эту печать, которую он держал перед тем, как засунуть руку правую в этот портал, а в левой держит этот символ. Угу. Он интересный такой. Считывается герб державы. Угу. Так, герб державы. Да. Какое он имеет отношение к этому контракту? Этот герб державы. Они защищали интересы державы, как будто бы. Они какую-то державу. Так, ладно. Так, хорошо, Виктория. Посмотрим еще этот контракт этого Константина. Да. На что согласился еще Александр? Что еще обличить мы должны в этом Говорит контракте? молчать о пришествии. Так, что это? И со стороны магии летит дракон. Он вылетает как с нижнего портала. Такой дракон с длинной шеей. Вот оно что.
Вот, с этой длинной шеей, на этой длинной шее такой, а, как будто труба такая. И крылья такие, Мгм. и он выглядит как, почему-то считывается как утка, этот дракон. И у него вот где задница у этого дракона, там как перья такие, хвост утиный, и там открытый этот портал, и оттуда выходит как яйцо. Хм. Так, что это за яйцо? А из пасти этого дракона такой огонь, и он Мгм. направлен, шлейф этого огня, вот в сектор жертвоприношения, сектор, да, жертвоприношения, так и звучит, то есть принесенных заживо. М. Как будто бы эта утка вот-вот выродит это яйцо. Или как они там несут эти яйца. Мгм. Да. А это яйцо, оно считывается свет. Так, а что внутри этого яйца, Виктория, считай информацию? А внутри этого яйца считывается имплант, такой черный имплант. Оно Так, такое, как изогнутая такая игла. Я видела такие иглы, когда швейные, швейные, полукруглые. полукруглые такие, когда вот Мгм. шьют, ну, буквально я вижу, как подошву Да. Мгм. пришивают к этому. Так, Так, и и что это? тянется Игла? эта М. игла, она вот тянется в кузницу. И там такой кузнец стоит. Такой сначала показался весь красный, большой, а потом внутри он такой черный, маленький, Мгм. считывается как... И он что-то вот так выковал и так смотрит, как игольное ушко. А ходит он там такой маленький, коротышка такой с длинной бородой, чародей какой-то и с такой шапочкой. Мгм. Это какой-то дух. Чародей, дух. Это так, ага. Чародей. Это Черномор, Виктория, считай информацию. Ну, Правильно я я хочу думаю? услышать. Угу. Считай информацию. Что это за дух чародей? Да, это Черномор. Идет такой смысл, что этот Черномор, это, как мы его называем, это вот этот чародей, который помогает этим демонам и людям, Мгм. как бы вот эта демоническая иголка, то есть проникнуть в то пространство потустороннее, то есть соединить наше светлое пространство с этим темным и проникнуть живым душам. То есть они делают, я вижу буквально вот эту, как и в игле есть эта дырочка, Мгм. оно такой плоский, такой, там мембрана такая. Проникнуть в потусторонний Ага. мир и вот так зазывает, зазывает. Так. Виктория, считай информацию. Вот этот дух чародей или Черномор, кто на физике э, связан как-то? Оно звучит антихрист. Мгм. Так, ладно. И Как вижу, так? как этот чародей
берет в руки, в рот, имеет снова вот это рот, вот эту трубку. Угу. Сталин? Как? Сталин, да. Угу. И вдруг вот увидела карту, которая вот так задрожала, земля, где вот Советский Союз. Она вот так задрожала, стала вот эта красная, как вот это пекло красное. И слышу красный террор. Угу. Так, Виктория, хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, давай посмотрим вот это таинство, которое контракт Александра заключает с Константином. Да. Как вот этот игла, то есть рождение молчать, заставляет Константин молчать Александра о том, что придет вот этот антихрист, получается, так я понимаю. О чем молчать? Он говорит о моем таинстве. И потом вот эта черная штука с него сходит, и он вот так светящимся пальцем показывает в сторону магии на этого духа Константина. То есть, ну, это не сам Константин, как бы, а вот эти программы все. И у этого Мгм. Константина находятся кости, скелет, вот эта берцовая кость Александра. И он Мгм. говорит, я ему отдал свою силу, и показывает, что когда он встал после посвящения, он стал хромать на эту ногу. Мгм. И сейчас я вижу, как он эту печать разламывает. Хорошо. Пусть он отменит это решение проходить это таинство и приказывает этому Константину забирать все воздействия, последствия воздействий. Если Снова хочет, пусть... появляется вот эта богиня, его мать Анна, Мгм. которая шепчет ему на ухо и говорит, что молчать будешь до поры до часу. Мгм. Рассказывает, Хорошо. что придут времена, и говорит вот так вот, как будто она выбрасывает какие-то энергии, там много-много людей, и говорит отшельники. Также Мгм. говорит их пришельцы, то есть они вот все идут из сектора магии, говорит отшельники, пришельцы. И она Мгм. стоит вот там, вверху, где сектор миссии, и там открыт фрактал такой, и она ему руку подает. И я вижу, как я ему передаю, чтобы он разрывал эти все контракты, потому что только по воле каждой живой душе происходит Мгм. все. И он Да. снова смотрит на эту печать, и она так уменьшается, уменьшается, и раз оттуда такой глаз, как выпрыснет, и прямо ему как в правый глаз. Я ему говорю, Так. что это его личное пространство, и никто не имеет права вторгаться в то М. пространство, и он просовывает руку, вот достает руку с того пространства кисельного, как из зеркала, и вот так выворачивает этот глаз, это как это яйцо с этими вертикальными полосками. Вот так его Мгм. разворачивает, ну как бы Ну, разламывает, да, да. достает эту иглу, Так. и вот так берет свое колено, шох, Ломает. ломает, и в этот момент этот плащ с него сползает, а он поднимается вверх. И он вот так берет эту компьютерную штуку,
которая его затягивает. Ну, он где сидит, как в Мгм. игральном автомате. Он вот это все свернул вот так, выбрасывает в портал. И я Мгм. вижу, окончательно вытаскивает свою ногу. Вот. Мгм. Так, И хорошо. какое-то еще решение есть. Какой-то вот в секторе принятия решений, там тоже какая-то печать есть. Мгм. Хорошо, давай посмотрим, что во время решения, принятия его решений происходило на физическом плане. Пусть Александр покажет. Еще раз куда-то я улетала. Ага, пусть Александр покажет. Это решение связано с печатью. Давай Он посмотрим. эту печать достает, и она имеет вид петли. Так. Ага. Также оно имеет энергии такого пряника, как будто бы попробовать. Сейчас я посмотрю, что это. Он его разламывает и Мгм. отдает вот это тело этого пряника, как хлеб такой. Отдает этому, почему-то идет Тарас. Мгм. Э, Константина этому, да. да, отдает. А там внутри это игла, которая является одновременно как глазом, как зрачком вот этим, щелочка вот эта в глазу, М. вертикальная. Мгм. И он с этой щелочки вот так внутрь просовывает свою руку и достает свой глаз, считывается естественный, а вот Мгм. эта черная энергия этого чужого глаза уходит. И я смотрю, а он вот так прозвучало, киборг, у него как глаз. Я ему говорю, чтобы он сейчас произвел ревизию всего его живого пространства и вытолкнул все чужеродные мертвые энергии и Мгм. отказался играть в эти игры и принимать вот эту матрицу чужеродную в свое личное пространство. Да. Он Пусть он. просыпается и кричит: «Я не боюсь, я не боюсь». Мгм. И убегает, как маленький ребенок, в сектор миссии. Там его мама подхватила, Татьяна. Мгм. Вот, и я ему передаю, что он любимое дитя, что его любит мама, любит Вселенная, и вижу, как это звучит Анна, его вот так Мгм. передает, а он такой маленький, ну, как на иконах такой ребеночек, знаешь, как Марию с Младенец, да. младенцем таким Мгм. рисует. И она вот так подает этого ребеночка, он руки протягивает в сектор первоисточника. И она говорит: вот твой папа. То есть свет Мгм. первотворца. Да. Хорошо. Пусть Александр прикажет Люциферу, чтобы этот Люцифер забирает, чтобы он забрал все его энергии, импланты, насилие, энергии и призывает, отдает этому Люциферу всю карму за все эти воздействия по его делам. Ох, начинает ломаться, крушиться это черное пространство, буквально вот так разламывается. И Мгм. я вижу, как Александр достает из этого пространства, вот так вытаскивает, как из колодца, такой огромный глаз. Мгм. Так. Что это он делает? И я вижу, как он берет и на этом глазу будто как какой-то секирой рубает. И они отпадают, такие сверху штуки, как будто такие ледяные, потом Мгм. вязкие такие энергии. И там такой маленький глаз. Он говорит, Мгм. что это глаз моей матери.
Хорошо. И он вот так берет на руку, и он так сияет, и он вот так несет в сектор первоисточника. Мгм. И в этот момент у Татьяны вот так пах, вот этот стеклянный глаз выпадает. У Мгм. нее что, стеклянный глаз? Да. Вот так выпадает. И вот это все засияло. И они обнимаются. Мгм. И я слышу, ты Отлично. мой сын, а я твоя мать. Они как будто бы посидели на одной скамеечке, то есть в одной миссии были связаны. Отлично. И она говорит вот так, идут вдвоем в сектор первоисточника, и говорит, мы уходим героями. Вот кто Это настоящий точно. герой. Это точно. И выглядят они как сейчас. Мгм. И она Хорошо. показывает на шлейф, который за ним тянется, как этот рыцарский, и говорит, сними это. И он вот так его Мгм. раз легко с шеи снимает, и они полетели вдвоем. Вот Замечательно. происходит работа, вот я вижу вот это сектор принятия решений, уходит. Я ему передаю, чтобы он наполнялся светом, энергией жизни, гармонии, любви, чтобы он вернул все искры жизни, эталонного своего ДНК, божественной души в его внутреннее Мгм. пространство, чтобы он расторгал все контракты на всех уровнях сознания и Мгм. наполнялся светом и выталкивал все Да. чужеродные энергии. Выталкивает все чужеродное на обратно этим антимиру пусть отдает и полностью отторгает антимир и отсекает его, отрекается от него, полностью закрывает все порталы Мгм. и поднимается вверх. Поднимается вверх, пусть он приведет все свои тела, все свои чакры, связи, программы, которые от первоисточника. Все приведет в согласие со своим эфирным эталонным ДНК. Пусть он это сделает. Он это делает, и я вижу, что он в секторе миссии затачивает вот такое как будто бы из дерева, ну, с корой такое дерево, ну, как будто бы только Мгм. что срубили, веточек нету, такое бревно с корой, и от него сделана как вилка, как трезубец. И там Мгм. тоже такие, все три одинаковые. И он вот так шух-шух их почистил, и вот этой вилкой, этим трезубцем вот прямо в этого дьявола и считывается в красное пятно. У этого дьявола вот он как спиной лежит лицом вниз, Мгм. а там, где сердечная чакра, там буквально считывается как кровь. И он в эту чакру сердечную ему как шандарахнет Мгм. этим. Это древо жизни, да. И сейчас я ему говорю, чтобы он очистил все его сознание и физическое тело, восстановил целостность. И вот я вижу, как его берцовая кость, вот эта Мгм. правая, она вот так регенерируется. Энергии вот так бегут, бегут, бегут сверху вот так вниз. И он Мгм. вот так за колено вытаскивает. Сейчас я вижу, его энергосфера вот так раздвигается. Я ему говорю, чтобы он все вот эти изъяны исправил, все искалеченное исправил, чтобы все выздоровело. Вернул Мгм. абсолютное здоровье своему физическому и психическому состоянию, всем Мгм. его телам, на всех уровнях сознания, во всех измерениях, и чтобы он стер со всех информационных полей, вот у него в пространстве много этих глаз. Все эти глаза – это от этих компьютерных игр, вот эти все переживания. Я говорю, чтобы он убрал все причины страхов, Мгм. разочарований, Да. и чтобы вот Осознает, программу осознает свое жертвы. совершенство, да, убирает все программы антимира,
Я ему посмотрит передаю, на чтобы первый... он Да. посмотрел, какой он красивый, Мгм. духовный, что он принадлежит светлому миру чистых богов. Мгм. Что у него все получится, И он что достойный, он... да, всего Да. лучшего. Мгм. Что Вселенная его любит, и все, что нужно, все, что он захочет, все в его воле. Я вижу, он отрывает подключку от сердечной чакры, и это как рука такая говорит: папа, я тебя ненавижу. Я говорю, чтобы он отрекся от всех чужеродных энергий, от программ, которые Мгм. передаются от отца, и чтобы он выходил со всех пространств взаимоотношений со всеми вампирическими энергиями, вот, и что Мгм. он тоже может передать информацию отцу и отдать антимиру и всю карму за все взаимодействия, за всю ложь, насилие. И я вижу ситуацию, этот человек, который смотрел на ребенка, он получил такой удар. Маленький этот Мгм. ребенок, который я видела, как лежал в ползунках, он вдруг стал таким шаром огромным, и вот так ручкой этому колдуну просто в этот самый. Отменяется Мгм. эта ситуация, где этот мужчина звал выйти вот там, Мгм. где за мусорку, с этим Мгм. баком мусорным, это Вау. тоже уходит. Он отменяет. И я вижу, он достает энергию Татьяны, которая находилась, светящаяся часть души Татьяны, находилась в секторе магии у Александра. Из-за этих ссор он ее достает. То есть его сеанс помог Татьяне забрать Мгм. свою энергию и взаимозависимость негативную с ним. Вот. Говорит: мама, я Да. тебя спас. Отлично. Друг друга спасаем. Мгм. Отлично. Да, хорошо, Виктория. Да. Посмотри сейчас на Александра, как он сейчас выглядит. Он говорит: я мамы сын, стоит, обнимает Татьяну, светящийся, как ангел. Ну, одновременно то ребенком его вижу, то вижу таким, как ангел-юноша. Угу. Хорошо. Так, отлично. Сейчас я посмотрю, что у нас по аспектам осталось. Ну, пусть он остается в этих высоких Мгм. вибрациях. Вот. Ну хорошо, я думаю, основное мы все сделали. Спроси Александра, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Он говорит: это мама для меня сделала. Ну, он тоже молодец. Да. Спасибо ему за его миссию. Если он хочет, пусть передаст информацию о своем освобождении туда, куда он хочет, кому хочет. Если хочет, оставит его в общем доступе. Вот оно что. Так. Он считывается древний Рюрик. Угу. И вижу, что вот эта петля, вот этот знак, я думаю, видно было, знаешь, как часть какого-то всего знака. И я Так. вижу, что вот этот знак, это был как в трезубце, как королевский знак трезубец. А там вот Угу. эта петля, это как украинский герб Сокол, с этой петелькой. пикирующий. Да, 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 да. И вот эта темная энергия с этого уходит. Угу. И он берет Отлично. вот отсюда вот этот такое, как посох длинный, с этим наконечником. И он весь светится, и он его передает в сектор Первотворца. Угу. Отлично.
И еще идет, считывается информация, что именно так оно сработало, то есть как бы никто не мог бы догадаться, что маленький ребенок сможет расторгнуть свой глобальный контракт. И это было вот как вторая сторона медали. С одной стороны запечатано, он должен молчать. Они все сделали Да. для того, чтобы это сработало, потому что маленький ребенок как бы не может за себя постоять. Но благодаря тому, что у них этот был договор с мамой, они тоже с своей стороны все просчитали, то это вот так сработало. Это поразительно. Мгм. Переиграли. Да, я надеюсь, что я там все объясняла Это очень хорошо, доходчиво. Виктория. Да, молодец. Хорошо, Виктория. Давайте поднимаемся все вместе максимально вверх. Мгм. Очищаем наше пространство. Закрываем все порталы. Мгм. Наполняемся энергией, жизни, гармонии, процветания, любви. Да. Виктория, прощаемся с Александром. Мгм. Отсоединись от всех и всего. Да. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Возвращайся. Виктория, молодец. Ну, прям слов нет. Молодец, да. Так интересно. Да, Молодец, как вот Надя, это, золотник. как этот пазл складывается, да? Так, и Я прям Тарасик даже. да, вот буквально вот, да, это же не просто так, это же все как бы, вот если бы случилось, как бы я постоянно, у меня такой был, надо успеть, надо успеть, надо успеть, думаю, что ж надо успеть-то, вот надо успеть освободить всех. Я не знаю почему, надо успеть, надо успеть, надо успеть. Да, а я Под- так разозлилась, когда Тарас сказал, что он идет на свои хлеба работать с Аней. А я же видела неделю перед этим, он уехал отдыхать, а меня аж всю колбасит, он должен не отдыхать, он должен расторгнуть свой контракт писаря. Ну, Мгм. по моему обыкновению, я в чужое пространство не влажу, ничего не просматриваю, ничего не делаю, Хорошо, что не влезла, а кстати, я он бы не раз... просто жду, Да, 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 потому именно что так. я доверяю Вселенной и плану Творца, я все жду. Потому что если бы он расторг свой контракт, не было бы войны в Украине, оно бы все сложилось другим Так в образом. том-то и дело, ты понимаешь, это же не просто так все. Я говорю, Да. какая я была, я когда вот с Валерией переписывалась, я же говорю, мы постоянно переписывались раньше. Вот, и как бы я ей писала, я прям была, как, ну как Тарас закончил. Ты понимаешь, дело в том, что потом, когда я говорю, я такая, как бы, ну, я говорю, у меня вначале мозги думают, это писок, да, вначале у меня работает, а потом мозги включаются. Вот, а потом я стала думать, ты понимаешь, и мне стало идти, все правильно, так и должно быть. Да. То есть это все, и я потом как бы стала думать туда-сюда, туда-сюда, я стала раскладывать, я даже вот Евгению писала, он говорит, что ты на него зуб, что ли, имеешь? Я говорю, я вот чувствую, что что-то важное, ты понимаешь? То есть получается, ты понимаешь, вот как бы на данный момент, я тебе скажу, что история повторяется в фарсе. То, что было раньше, ну, говорит, боги, то есть да мне плевать там, кем я там была. Ты понимаешь, это как бы, ну, можно сказать, что как комедия, ну, или как сказать, ну, вот, как шахматные фигуры. Мы как бы разыграли это раньше, ну, может быть, сказать, на духовном плане. И кто был предателем, он опять проявился, понимаешь? То есть получается, что он играет те же самые роли. А именно набраться смелости это расторгнуть, это не всем дано. Именно просто сейчас, на данный момент, нам это все показывает. Вот, работайте дальше, дорогие. То, что вот было, Конечно. к сожалению, тут мы, я еще раз говорю, свои мозги мы другим не представим. Если они выбрали идти этой дорогой, они этой дорогой идут. То есть по всем фактам я потом подумала, Таня, ну ты что, ну вот мозги включай и смотри. Главное, вот как ты говоришь, как все правильно, смотрите по делам. Вот что человек делает, что он говорит. И он не просто говорит, а подтверждает ли он это делами. Как сказать, вот мы как бы идем вот этой вот дорогой. Вот эта дорога, как бы, как сказать, ну, я имею в виду к Первотворцу. Она тернистая. Ну, Да, смотри, вот да. что произошло. Он духовную женщину не послушал, а послушал свою жену. Это как Адам и Ева. Да. Ой, слушай, ну ты вот, ты прям как, я, кстати, вот он
все было нормально, пока он не встретил вот эту красавицу Анюшу, ну, как сказать, да. Короче говоря, она, понимаешь, дело в том, что она стала его тянуть материальное. Вот. И все, вот она его тянула, тянула, и в конце концов он свернул, и все. То есть, он он правильно шел вначале он хорошо шел. Мы не знаем всего плана Первого Творца и наших Да. высших душ О, да, в этом да, всем плане. Второе. Мы лишь частички, которые выполняют этот план. Как в том говорит, я вот этот маленький, этот фаланга здесь. да, да, В-третьих, как говорит мой знакомый Дима сейчас, у него такое выражение: я делаю плохие вещи, но я их делаю хорошо. Ну, это ему Это понравилось. тоже талант. Да, он вот был кузнец, который мне делал эту маску. И сейчас я с ним ремонтом занимаюсь. Мы так вместе все переплетаемся, прям до поразительного интересно. Да, ну, очень хороший человек. Не просто И так взял собрались. это Мы темную миссию. выполняем миссии, Темную вот и все. миссию взял. Нет, я еще раз говорю, я никого не И осуждаю, каждый я выбирает говорю, свою что дорогу, естественно. Тарас, он то же самое. Ну, я слышала, вот именно, смотрите, я пошла, я же иду по зову своей души, и я чувствовала, что в моей работе чего-то не хватает. А чего не хватает? Чего-то не хватает. И я не могла понять. И я, конечно, меня начала припекать то, что я не могу своей работой заниматься без сертификата. Я начала искать школу, где бы я получила сертификат. Это очень дорого, я кучу денег заплатила и нашла эту школу Ицхака Пинтасевича, школа коучинга. То есть я коучингом занималась давным-давно, еще в Украине, но мне нужен был сертификат. Я, конечно же, записалась в эту школу, и я очень благодарна своей душе, что она меня туда привела, потому что за эти 10 лет отрасль психологии продвинулась, и именно продвинулась благодаря таким честным людям, у которых духовные ценности стоят на первом месте. Высшие духовные ценности, если стоят на первом месте у человека, тогда все встает на свои места. Вот это пирамида, да, то есть власть должна быть в самом низу, потом разные потребности, и в самом верху пирамиды потребностей человека должны быть высшие духовные ценности. То есть коны Вселенной, уважение, любовь к конам Вселенной. И на данном этапе вообще не имеет значения, к какой религии этот человек относится. Хотя мое видение такое, что я не говорю о всех еврейских верованиях, но вот это в основном, оно ближе всего, скажем так, к истине. Придет свое время, мы не судьи никому, и оно все встанет на свои места. Вот. Но как Тарас услышал, что я в эту школу пошла, все, нашла коса на камень. Почему он начал выдумывать, что он чистился с Аней от Ицхака Пинтасевича, хотя все преподаватели были с Украины, они были украинцы, это раз. Во-вторых, никакой эзотерики, никакой религии мы не изучали, мы изучали психологию и в самом лучшем ее проявлении, потому что психология походит от слова психе, то есть душа, и все мы прекрасно знаем, что в этой сфере работают все религиозные, эзотерические и всякие вот эти психологи тоже в этой нише работают, и очень часто они вторгаются в пространство души другого человека. И я именно это чувствовала, что мне не хватает. Что мне не хватает? Мне не хватало именно вот этого знания, подтверждения, что именно вот я на правильном пути, что вот это не вмешательство, или как в коучинге экологичность – это самый главный аспект. Это как доктора принимают клятву Гиппократа, дают клятву Гиппократа, и самый главный тезис – это «не навреди». В этой школе коучинговой нас обучали методам
работы с подсознанием человека, чтобы абсолютного вмешательства ни с какой стороны не было. Это большой прогресс для меня, но это стало как камнем преткновения для Тараса, то есть проявилась его какая-то вот это, как по мне, это фашизм в открытом виде. Вот, ты мне говоришь, дело в том, что ты понимаешь, как бы он там, потом он мне написал, потому что у нас как бы тоже должен был сеанс, и как бы он сказал, нет, мол, типа, потому что ничего у нас не будет, и когда как бы я его начала спрашивать, он сказал, вот, мол, Виктория связалась, как бы, там еврейская какое-то, вот она ходит там в какую-то как секту, еврейскую секту, и ты понимаешь, как я-то ничего не знаю, как бы думаю, да боже мой, как бы я с другой стороны, ты понимаешь, у нас всех есть свобода воли. Человек свободен все равно как бы выбрать, и потом он, как говорится, сам, я не знаю, то есть как бы судить, то есть правильно, как Евгений сказал, что судить-то? Но с другой стороны, ты понимаешь, он акцент сделал, что он еврей. Значит, получается, это фашизм. То есть, получается, какая разница? Если бы он был украинцем, получается, понимаешь, это уже совсем другое дело. Но так как он еврей, это уже нет. Это уже, как говорится, плохо, и как бы Виктория пошла по ложному пути. Но ты понимаешь, это же фашизм. Это чистой воды фашизм. Получается, в нем были вот эти, как сказать, программы фашизма, и он как бы судит людей со своей колокольни. Он как бы засел, одел себе корону, сидит, и все классно. Там она принцесса, вот, а он как бы там этот вот царь. Короче говоря, так и получается, как я вижу. Он, вот эти программы фашизма, увидели угрозу со стороны вот этого Ицхака, этой системы для его контрактов, для его программ и для тех интерферентов, которым он в этот момент настолько много у него вот этих кармических завязок, что они просто его смяли. Поэтому он поддался этим программам и вот так себя проявил. Когда мы немножко будем, еще раздолбим эту систему, ему станет легче, и он сможет от всего освободиться. Конечно. Нагрузки станет меньше, и он справится. Конечно, справится, потому что он уже несколько раз приходил к нам на сеансы, то есть его подсознательная часть, чтобы освободиться. Но у него карма тяжелая. А посмотрите, какой царь Николай II. Это же изверг был просто. Он же был садист. Он же, это просто жесть какая-то, да? То есть он мог 5000 человек поставить возле стенки и расстрелять без сожаления. Потом отношения с животными, это садистические. С людьми. То есть это... Я тебе скажу, а как он с женщинами себя вел, когда у него любовный роман был с балериной Ксишинской, он просто ее подвинул напросто, но я так все-таки подозреваю, что Ксишинская в этой жизни это Анна. Неважно. Короче говоря, понимаешь, и когда вот он так, это не просто так, главное, что же, это же буквально Николай II сделал основу того, что он заплатил какую-то, я не знаю, очень большую часть вот этому Международному валютному фонду, который создавали, это он, благодаря ему, могли свергнуть царскую власть, он был этим камнем, который сверг сам себя. То есть почему столько... Это громко сказано. Это там тоже все, как говорится... Нет, я понимаю, я просто говорю, что он не видит своей роли, как бы вот он святой, его возвели в ранг святых, далеко нет. У каждого своя миссия. У каждого своя миссия, экзактно. Это еще мужество надо иметь, пойти на эту темную... И пойти на эту темную миссию и все равно вернуться и работать над тем, чтобы нести свет. Он же все-таки не как Илья открыл свою эзотерическую секту и начал всех топить. Он имеет все-таки направление к первому. Да. Но при этом, понимаешь, человека, но при этом людей, нет, ты здесь, тебя заносит, надо быть справедливым. Справедливым, конечно. А справедливость и факты говорят о том, что в нем справедливости не было. И он не почувствовал, понимаешь, любая ошибка ведет к падению. То есть он на меня взъелся, я ему говорю, так посмотри, я тебе вышлю эти уроки, за которые я заплатила сумасшедшие деньги, я тебе вышлю, посмотри.
почему у тебя осуждение? И я его чистила много раз, потому что я услышала, как только вот это я в то же время, когда у него это началось, вот это бурление, я же Мгм. услышала в одном из сеансов, когда мы работали, он не мог никак, он вообще ничего, слова не мог сказать. Он меня уводил. Я хотела, я только приближаюсь к разгадке, это же нужно найти, раскопать этот контракт. Он Ага. меня вырывает, уносит. Я ему говорю: Тарас, да что такое? Я себе подумала: да что случилось с ним? И прям просто слышу ответ. Его миссия закончилась. Думаю, ну Да, понятно. да. Это точно так же еще дает возможность Вселенная полгода. Это продлевалось. Ему выйти из этой ситуации. Я его 100 раз чистила. Его Аня Если чистила, ему закончилось, ничего не да. помогало. Я почищу, ему легче, ему хорошо, и он У все Ани нет равно. То видения есть он такого, как у пошел, тебя. Они но стараются что-то там, но это нет. И нет, ну прости, я смотри, считаю, что не, она принципы, не. записанные в Библии, написано: кто малому из моих сделал, хотя бы кружку воды подал, тот будет спасен. То есть Бог смотрит на действия человека и как он Конечно. относится к работникам, к тем людям, которые защищают, которые выполняют действительно миссию. А он что сделал? Он мне камень дал, а не воду. Понимаешь? То есть так что, Да, да, Да. да, да, Женя, не да. надо прикрывать, нужно Ну, называть я вещи своими как есть. именами. Все как есть, да. Да, Все как пока, есть. Ну, я пока тебе скажу, он... что Да. у Жени тоже немножечко так, ну, как бы У меня получается тоже. свои, как бы это Я типа тоже того, что знаю, что у ребята, ну, меня есть. поверь Мне, мне, мне еще копать. апостолы были друзья туда-сюда, но один, как говорится, тоже Иудой оказался. И, как говорится, Я сделал знаю. такое, подложил, что... Нет, я просто говорю, что не надо никого оправдывать. Если у каждого свое, это вот судьба. Я просто говорю, ну, ну, я считаю, я тоже так посчитала, что он должен был пройти вот это и сделать вот это, да, как бы, по крайней мере, ему как бы дана была честь, но он дальше просто Это у меня, слишком много наверное, программ просто ему понес. желание такое спасти как можно больше. Догонять и спасать никого нельзя. Но самое главное, не надо на другого, Не, ты не понимаешь, догонять перекладывать без свои насилия, качества. да. Евгений, ты, например, так думаешь, но поверь мне, когда ты начинаешь думать, что другой тоже добрый, может так ощутиться, что он, в конце концов, Иуда. И он просто-напросто, да, он был твоим другом, да, какое-то время вы как бы нормально шли, но с другой стороны, ты же не знаешь, что там его на душе. Поэтому я еще раз говорю, суди по делам, смотри реально, не говори: вот, все будет хорошо. Да, все будет хорошо, но одновременно мы должны реально смотреть и реально оценить ситуацию. И вот идти, вот как бы нам своя дорога, мы должны чистить. У нас, если мы начнем вот тот свой, да ничего, все нормально, а тот туда, то есть мы опять завязнем в этой дерьме. Значит, получается так, Богу Богова, да, как говорится, это по монетке, да, а кесарю Кесарева, и все будет четко и ясно по полочкам. Да, он меня подставил самым Ну, наглым конечно, способом. То есть он меня оклеветал, а ты говоришь: да, это же да, клевета. да. Евгений, вот я тебе скажу так, вот насколько вот это все, ты понимаешь, это не просто так, как бы то, что завертелось, это именно помогает раскручивать контракты. Но я Да, тебе скажу, что, да, например, да. когда, еще раз говорю, попробуй ощутиться на моем месте, это действительно, это Я так работа полностью над собой. согласен. Это себя берешь, скручиваешь вот так вот, чтобы действительно идти дальше. И чтобы не опуститься, не сказать типа того, что вот там, потому что так всегда легко положить вину за свои проступки на других. Но одновременно, так как мы работаем, мы как бы начинаем видеть Татьяна, вглубь, я не обижаюсь. Я все да, и понимаю. очищаем. Все Потому эти что планы действительно, я понимаю. И я да, благодарен, что каждый выполняет свою миссию. Я Так что просто мы вижу, молодцы. какой огромный пласт вот этого испорченного сознания исправится, когда Тарас расторгнет свой главный контракт, да. который он никак не может расторгнуть. Вот с этим писарь. Я же его с самого первого раза, когда я его увидела, вот это писарь. Думаю, ну что, писарь, он никак не проявляется. Что же он там понаписывал? Да, это Библию еще кор... написал, наверное. Я бы не Это удивилась. кор... Не знаю что. Это его Но ты дело. понимаешь, там очень... Дело в том, что, я тебе могу сказать так, я так считаю, что вот эта Библия, это лежит, понимаешь, христианство, как само, я считаю, что это очень вредная религия. Вот, понимаешь, вот это вот, я считаю, вот вы как говорится, да какая разница, мать, вот понимаешь, вот выбрали, как сказать, вот опять же, образы богов,
подстроили, это получается сатана, он же все это продумал, что вот эту религию создали для чего? Для того, чтобы народ жертвовал собой. Конечно. И вот это очень развращает. И кого поставили? Католических вот этих вот священников, этих педофилов. Что творится в этих монастырях? Может, здоровые, красивые мужики вместо того, чтобы любить баб, создавать красивые детей, они уходят в монастыри, абсолютно живут между собой, трахают даже друг друга. Ну что это такое? Что за радость? Эту Татьяна, религию надо убрать нафиг. все еще зеленые были, понимаешь? Все зеленые. Мы сюда вот эту таблетку, антивирус, чтобы Да. получить этот опыт. Так Мы вот, за я этим говорю, так опытом давайте пришли, А я бы не чтобы удивилась, наша что... Ну, цивилизация получила эту прививку. как вообще Тарас мог написать обо мне и рассказывать людям, что я пошла в какую-то религию, если я прекрасно знаю, чувствую и понимаю? Религия в Библии описывается, любая религия, да, она искаженная, здесь ничего не может быть на 100% правды, но они без правды не могут и создать ложь, что это великая блудница, которая лежит в крови святых, которая пьяная от крови святых и которая сношается с царями земными. Посмотрите на этого Гундяева, который благословляет войну, убийство. Это какие отношения ты благословляешь? Раньше люди пожали друг другу руки и слово сказали, и это было отношениями высшей пробы, а отношения сейчас, какие он благословляет, отношения драков, который людей разрывает на куски, это же нужно понимать. Вот. Сатанизм, что говорит. А все эзотерические секты в Библии названы дочерьми этой великой блудницы. И эта блудница упадет, она будет, ее нагота вся открыта, все будут понимать с ее дочерьми вот этими, потому что любая эзотерическая практика, я не встречала еще ни одной эзотерической практики, которая бы помогла человеку. Они все уводят от божественного источника человека и связывают с источником демоническим. Вот. Поэтому это ложь. То, что Тарас на меня говорит, это клевета. То есть, как я могу воспринимать человека, который клевещет на меня, когда я ему говорю одно, ему а и его программу. Он делает свои собственные выводы, то оправданий никаких нет. Извините меня, факты. Я люблю, мне плевать, что люди обо мне думают. За одну ночь 2000 людей отписались, где было 200 подписчиков на альфа-чате. Понимаете? А мне что? Только из-за того, что я осудила войну в Украине, убийство, извините меня, а мне не нужны такие подписчики, которые считают, что убивать, если человека, это нормально. Нормально это согласие, это умение договариваться. Вот это нормально. Если бы украинская армия зашла на территорию России, мои бы выводы были такие же. Я бы никогда не могла бы на это согласиться. Я никогда бы не поддержала. А люди этого не понимают, что я не против России, не против россиян. Я против той власти, которая бросает в жертву этих людей, потому что люди как слепые. Да возьмите Библию, откройте Откровение и почитайте, что вас ждет за то, что вы поддерживаете эту войну. Это же люди, мы все братья между собой, да? Не видят они этих простых постулатов. Ты понимаешь, Виктория, здесь намного все глубже. Здесь как бы очень, я не знаю, мне так кажется, что вот это именно сейчас это время, когда все снимают свои маски, понимаешь, и показывают. Конечно, я все это прекрасно понимаю. Ну, я тебе скажу, что это не просто так. Вот сейчас идет как бы, ну, многие не видят, это битва Армагеддон, насколько я вижу. Конечно, понимаю. это последняя фаза уже. И понимаешь, не просто так, что вот ты, Евгений, говоришь, да, вот я тоже так думала, вот этот, как его, этот Илья туда-сюда, но поверь мне, он именно, ну, как бы на данный момент олицетворяет собой, ну, антихриста, можно сказать. Ну, вот я, например, вижу это так. И это же не просто так он встретил Мону, ты понимаешь? Мона же была Маржана.
То есть вот эта вот богиня, понимаешь, в этой вот, он же получается Чернобог, ну вот этот вот Кощей, Ну да, Чернобог да. или Гад, его раньше называли, понимаешь? На данный момент он же почему притянулся? Потому что он хочет прийти к власти, ну, имею в виду, он не придет, конечно, потому что вот на данный момент он же лоббирует, и понимаешь, это же весь, все с Роя, кто все сидит сейчас в правительствах, это же все они были раньше в Рое, он же сам об этом говорил. Мгм. И они, почему он вызвал Мону? Потому что он и она ими управляют. Это же война создана им же самим. Для чего? Для того, чтобы, понимаешь, он же сам создает хаос. Ты посмотри, многие россияне же пишут, что кто за войну-то, да нормальные люди. Нет, конечно, они говорят, да посмотрите, это же скоро к нам все перекинется. Но перекинется не в том смысле, что война, а он специально создает хаос, чтобы в конце концов сделали ему дорогу. Потому что он хочет сесть на трон российский. А он уже был много раз. Да, Рядышком с троном. может готовиться Поэтому следующее я говорю, на воплощение. данный момент мы не просто так на него притянулись, потому что мы должны, как сказать, его убрать, чтобы вот эта Обличить, тварь близко, да, обличить программы. обезвредить и обличить, да. Ну и получается, что Тарас встал на сторону Да, паразитов. врагов, паразитов. Да, он тоже был в Рое. Мы очень многие Да. были в Рое. Это не просто так. Я тебе скажу именно Рой. Что такое Рой? Это же получается, я тебе говорю, где-то, и даже вот этот вот стоит, я не знаю, где-то, может быть, даже в нашей галактике, может быть, это его корабль, на котором он сюда прилетел, Илья. Он же сам говорит, когда он был этим жуком или кем он там был, вот этим вот. Вот, он сюда прилетел на этой галактике догонку за Моной, ты понимаешь, и Роем. И он ими руководит. Но у них какие-то вот, я не знаю, он нацепил им, вот даже ты говоришь, все они говорят, черти, вот он нацепил им какие-то как антенны, понимаешь, и вот у него подключка сзади, почему они вот этот, масоны все делают вот это вот, ты понимаешь, они именно трахают друг друга, голые мужики стоят в ряд, и они подключаются, кто у нас, ну, Люцифер, это, ну, можно сказать, олицетворение Люцифера, вот маленькая такая часть, это Ильюш, мы его обличаем, чтобы вот этого не произошло, потому что надо планы разрушать полностью, и все этих паразитов, убрать полностью с нашей земли, надо почистить все это и отправить их, понимаешь, вот я даже вижу вот эта вот звезда у него, которая у Бафомета на голове, вот, и мне кажется, что я ее как-то вот так вот взяла звезду, понимаешь, и перевернула, и вот так ему в голову ему, и вот эти как бы торчат вот это вот все. И я думаю, он полетит нафиг высоко и далеко, и если так, что его вообще полностью не гуляться вот этих тварей всех. И вот эти, которые в Рое, им просто на данный момент дан возможность исправиться, выбрать. Если они, как говорится, уже до конца идут за ним, все, они полностью уничтожаются. Если взять, например, Библию, она четко пишет, я это вижу, это подтверждается в наших сеансах, описывает как такое понятие, как гиена огненная. То есть это вечное уничтожение, то есть безвозвратное уничтожение души. Видели мы этот кошмар. Да, видели мы этот Ужас. кошмар, это ужас, это... И это, даже думать об этом не надо. Да, я еле выбралась оттуда. То есть, и это не надо... Люди очень легко относятся, выдумывают разные версии, Бог добрый, всех простит. Нифига. Все дается по воле человека. Если человек выбрал вот этот зловещий свой путь, эту смерть, все по его воле так и будет. Да, сорняки все выдрат и сожгут. Ну так правильно, я о чем и говорю, как ты вначале сказал, Евгений, ты в общем-то прав, конечно, в общем-то, что мы здесь, и мы это видим, мы как бы частички всего этого большого, и вот мы видим, мы должны работать вот здесь, мы, как говорится, маленькие пахари, которые должны здесь пахать. Мы свою миссию, Чтобы выполняем. наши большие вот эти аватары, как говорится, делали свою работу там наверху, потому что, в общем-то, то, что я делаю здесь, я же не вижу, что делается там. Ну, иногда, может, маленькое такое проскакивает. Да, мы ощущаем. Но если мы в гармонии с этим всем аватаром, это же постоянно работаешь даже ночью. Так что я понимаю. Да. Виктория это осознает больше. Не, ну она у нас, как говорится, самородок.